Всем привет! Занимаюсь заменой шаровых опор на моей машине. Понадобился вот такой съемник. Этот съемник оказался под рукой и, как обычно, буквально 3 мм по ширине и в районе 5-8 мм по длине его не хватает. Демонтировать шаровые опоры без съемника, как многие показывают в видеороликах на YouTube, не представляется возможным. Я не знаю, какие они там опоры вытаскивают, но мои реально установленные опоры с довольно большим пробегом не вынимаются вообще никак. Явно нужен именно съемник. Так как этот не подходит, единственный вариант относительно быстро заполучить подходящий — это сделать его из вот такой вот болванки кругляка. Диаметр, ширина внешняя этого съемника 45 мм, кругляк на 50. То есть это позволит мне как раз вписаться в заданные необходимые 5 мм по ширине. А длину можно сделать любой. Такая болванка в принципе зажимается в 125 патрон ТВшки, но кулачки уже на пределе. Чтобы ничего не подорвать, разметил торец штангенциркулем и сделаю центровку обычной дрелью или шуруповертом. На данном этапе меня интересует лишь обрезка. Я сделал пометку. Не судите строго о данном видео. Видео было записано год назад. Фрезерный станок у меня тогда только появился. Да и по факту основной причиной самостоятельного изготовления было лишь желание что-нибудь поточить. Правда, готовый съемник предварительно я все же искал, и найти его просто не удалось. Либо удавалось найти в интернет-магазинах по не особо адекватной цене и с продолжительными сроками их доставки. Ступор произошел не из-за того, что зацепился конец резца, просто уперся в сточенную часть резца. Соответственно, дальше надо пилить. Ни метчика, ни лерки у меня нет, поэтому калибрую имеющимся болтом. Поэтому сделал резьбу точно такую же.
Резьбовая часть готова. По расчету будет не 15, как здесь, а 25 миллиметров. Нужно лишь сделать вот это отверстие с обратной стороны. И по сути все остальные работы это фрезерные. Установил заготовку на фрезерный станок. Снова пришлось использовать длинные УСП болты, а сами блоки УСП использовал как подкладки. На данном этапе имеем вот такую деталь. Как часто бывает, накосячил, снял чуть больше нужного. В итоге получил не тыльную часть, а переднюю. Но в данном случае это не важно. Установил индикатор на обратную сторону детали. Это позволит мне удостовериться, что условная параллельность соблюдена. Супер точность здесь не важна, но почему бы не поставить. Если кому интересно, снимаю я чуть более миллиметра за проход. Обороты в районе 500-600. Вообще нравится работать концевыми фрезами. Фрезерование идет очень мягко. Если бы я не делал эту деталь для себя, то можно было бы сказать, что это брак. С той стороны чуть-чуть зацепил, пока разбирался с положением поперечного лимба. Нашел для себя очень удобный способ точечной уборки стружки. Все равно вот эти контейнеры от державок резцов, как правило, валяются. Поэтому кинул в него неодимую магнит и произвожу вот так вот. Вот такие действия. Стружка легко намагничивается и также легко относится в сторону и убирается в коробку.
Старался максимально аккуратно выполнять операцию сверления, так как нагрузка очень большая плоскости от шпинделя именно при сверлении. И ожидаемо деталь должна была сместить от такого количества сверлений, но я не ожидал, что ее сместить настолько. При фрезеровании уже видно, что разница просто огромна, и нужно перезажимать деталь, вновь выставлять ее по индикатору. Иначе все будет окончательно испорчено. А так пока что там ничего критичного у меня нет. Я сверлил с большим припуском. Ну вот после предыдущих операций получилось вот такое изделие. Нижнюю часть уменьшать в диаметре пока не стал намеренно, так же как и не стал стачивать. Снять все необходимое. Вот на этом моменте основные работы по фрезерованию закончены. Толщину я сделал побольше. По моим замерам запас там есть.
Теперь имеются в наличии два съемника, побольше и поменьше. Постараюсь заснять сам процесс съема, как он поведет себя в работе. А всем, кто смотрел это видео, спасибо за просмотр. До свидания. Thank you.